1850 году немецкий путешественник Генрих Барт пересекал Ливийскую пустыню и делал то, что делали все путешественники того времени – умирал от жажды. Воды не было уже третий день. Караван двигался через Фетсан, одну из самых безжизненных частей Сахары, где даже ночью температура не опускалась ниже 35 градусов. На исходе третьего дня Барт увидел впереди скалистый гребень. За гребнем должна была быть только очередная плоская раскаленная пустота. Вместо пустоты он увидел город. Вернее, то, что когда-то было городом. Каменные стены, выступающие из песка на метр или два. Десятки правильных прямоугольных контуров, уходящих к горизонту. Улицы, засыпанные по плечи, но сохранившие планировку. И все это посреди выжженной земли, где ближайший источник воды находился в 100 километрах. Барт записал в дневнике одну фразу, которую потом будут цитировать 150 лет. «Я стою посреди столицы народа, о котором история забыла полностью». Он не ошибся. Этот город назывался Гарама. И народ, который его построил, действительно был стерт из памяти человечества так основательно, как будто его никогда не существовало. Гараманты – так назывался этот народ. О них упоминал еще Геродот в V веке до нашей эры. Он писал о загадочных людях, которые живут в глубине Сахары и ездят на колесницах с 4 лошадей. Историки веками считали это очередным мифом, красивой выдумкой грека, который, как известно, любил приукрасить. Как можно содержать колесницы посреди пустыни? Где брать воду для лошадей? Где выращивать зерно? Ответа не было, и Геродота вежливо записали в фантазеры. А потом появились спутники. В 2011 году британский археолог Дэвид Маттингли получил доступ к снимкам высокого разрешения, сделанным со спутника над территорией Ливии. То, что он увидел, заставило его замолчать на несколько минут. Под тонким слоем песка, толщиной местами всего в полметра, лежала не деревня и не город. Под песком лежала целая цивилизация. Сотни крепостей, тысячи ферм. Десятки городов, соединенных дорогами. Маттингли насчитал на снимках более 100 крупных укрепленных поселений с башнями, стенами и воротами. Общая территория, на которой жили гараманты, оказалась сопоставимой по площади с современной Англией. Это не кочевое племя, это была империя. Но главное открытие ждало не на поверхности, а под ней. Спутниковый радар показал то, чего не видно ни с воздуха, ни с земли. Под пустыней лежала гигантская система подземных водоводов, которые называются фоггары. Это туннели, вырубленные в скальном грунте, по которым грунтовые воды самотеком текли из горных водоносных слоев вниз к городам и полям. Общая длина этой системы, внимание, превышает 600 километров. 600 километров подземных каналов, пробитых в камне вручную. Это примерно как расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга, только под землей, только в пустыне, только 2500 лет назад. Каждый туннель имел вертикальные шахты, уходящие вниз на 10-15 метров. Через них строители поднимали породу и обеспечивали вентиляцию. Этих шахт были тысячи. Если пролететь на дроне над Фетсаном, можно увидеть их следы на поверхности. Ровные цепочки круглых углублений, идущие через пустыню по прямой на десятки километров. Люди, которые не знают, что это такое, принимают их за следы метеоритов или геологические аномалии. На самом деле каждое из этих углублений – это засыпанная крышка колодца, прорубленного руками людей, о которых мы ничего не помним. И вот что в этой истории не укладывается ни в одну привычную схему. Гараманты построили инженерную систему, которая по сложности и масштабу не уступает римским акведукам. Они сделали это в центре Сахары, без доступа к металлам, без рабского труда миллионов и без технической базы Рима. Они превратили безжизненную пустыню в территорию с пшеничными полями, виноградниками и садами. Геродот не врал, колесницы действительно были, потому что лошадям было что пить. В какой-то момент в гараманских городах жило до 100 тысяч человек одновременно, а потом водоносные горизонты начали иссякать. Вода уходила все глубже, туннели пересыхали один за другим. Империя умирала медленно, город за городом, колодец за колодцем. К VII веку нашей эры гараманты исчезли окончательно. Сахара поглотила все – стены, поля, дороги, память. 2500 лет спустя британский ученый увидел все это заново, на экране компьютера, в пикселях спутникового снимка. Задумайтесь на минуту.
Целая цивилизация, сравнимая с Римом по инженерному мастерству, спокойно лежала под песком, пока кто-то не решил посмотреть на пустыню сверху. Сколько еще таких цивилизаций лежат в Сахаре, которую мы считаем пустой? Из песков Ливии перенесемся теперь на 10 тысяч километров восточнее, в самое сердце Центральной Азии. Здесь лежит пустыня, которую местные жители называют простым и ясным словом – Такла-Макан. В переводе с уйгурского это означает «войдешь и не выйдешь». Это вторая по размеру песчаная пустыня мира после Сахары. Дюны здесь достигают 300 метров в высоту. Летом температура поверхности переваливает за 70 градусов, дождь выпадает раз в несколько лет. Ничего живого здесь быть не может. Так считали все, пока зимой 1900 года шведский путешественник Свен Хедин не отправился искать в этой пустыне пропавшее озеро. Хедин шел вдоль высохшего русла реки Тарим, когда его проводник по имени Ордек отстал от каравана, чтобы найти потерянную лопату. Ордек вернулся через несколько часов. Лопаты он не нашел, зато нашел кое-что другое. В 1,5 километрах к востоку от тропы, прямо из песчаного гребня, торчали деревянные столбы. Ни обломки и ни коряги. Ровные, обработанные, стоящие вертикально через равные промежутки. Когда Хедин добрался до этого места и начал раскапывать песок, у него перехватило дыхание. Под дюнами лежал город. Целый город с улицами, домами, крепостными стенами, буддийскими храмами, зернохранилищами. Город назывался Лоулань, и последний раз в нем жили люди примерно в IV веке нашей эры. 1600 лет он лежал под песком в полной тишине. Но находки Хедина были только началом. Следующие 100 лет археологи раскапывали в Такла-Макане город за городом. Ния, Миран, Дандан-Уилик, Равак – целое ожерелье из мертвых городов, засыпанных песком по самые крыши. Все они стояли вдоль древнего Великого Шелкового пути, который когда-то пересекал эту пустыню. В одном из этих городов нашли библиотеку. Деревянные таблички и бумажные свитки, запечатанные глиной. 1000 документов на 4 разных языках. Торговые контракты, любовные письма, судебные решения, жалобы на соседей. Обычная жизнь обычных людей, законсервированная сухим пустынным воздухом так идеально, как не может сохранить ни один музей мира. А в некрополе Сяохэ, в самом сердце Такла-Макана, нашли нечто, что поставило в тупик всех антропологов. Мумии. Десятки мумий, сохранившихся естественным образом в сухом соленом песке. Их возраст около 4000 лет, но выглядят они так, будто человек уснул вчера. Рыжие каштановые волосы, европеоидные черты лица, одежда из шерстяных тканей с орнаментом, похожим на кельтский. 4000 лет назад, задолго до Великого Шелкового пути, задолго до любых известных нам торговых маршрутов, в центре Азии жили люди, которых никто не может однозначно отнести ни к одной известной группе населения. Откуда они пришли, на каком языке говорили, почему оказались в самой негостеприимной пустыне планеты, на эти вопросы до сих пор нет окончательного ответа. Есть только лица, смотрящие из-под песка через 40 веков. И на этих лицах выражение такого покоя, как будто они точно знают что-то, чего не знаем мы. Ответьте себе на простой вопрос. Если под одной только пустыней Такла-Макан нашли целую цепь городов, библиотеки и мумии загадочного народа, то что лежит под другими пустынями, которые еще никто не копал? И раз уж мы задали этот вопрос, пора перенестись обратно в Сахару. Только на этот раз мы посмотрим на нее не с Земли и не со спутника, а из космического шаттла. В 1981 году шаттл «Колумбия» нес на борту экспериментальный радар SERA. Его задачей было тестирование радарной съемки земной поверхности. Одним из участков для съемки выбрали Восточную Сахару, границу Египта и Судана. Выбрали не потому, что ждали открытий, а потому что пустыня – удобный полигон. Плоская, сухая, предсказуемая. Когда снимки проявили и расшифровали, ученые не поверили аппаратуре. Радарный луч прошел сквозь песок на глубину до 5 метров и показал то, чего не видит ни один оптический прибор. Под песком лежала гигантская сеть высохших рек. Ни ручьев и ни канав, полноценных рек шириной в десятки и сотни метров, с притоками, дельтами и озерными котловинами. Сахара, которую мы привыкли считать вечной пустыней, еще 5-10 тысяч лет назад
была зеленым краем с реками, озерами и, судя по всему, очень большим количеством людей. Последующие миссии SERB и SERC расширили картину до масштабов, от которых замирает дыхание. Под песками Восточной Сахары обнаружилась речная система, сопоставимая по размерам с бассейном Нила. Тысячи километров водных артерий, спрятанных под слоем песка толщиной от 1 до 5 метров. Вдоль этих рек нашли следы стоянок и поселений каменного века. Каменные орудия, остатки очагов, следы земледелия. Люди жили здесь густо и долго. А потом климат изменился. Муссоны сместились к югу, дожди прекратились, реки высохли за несколько столетий. Люди ушли, скорее всего, к Нилу. Вероятно, именно эта миграция и дала начало древней египетской цивилизации. Фараоны, пирамиды, сфинкс – все это, возможно, построили потомки тех людей, которые когда-то жили посреди Зеленой Сахары и были вынуждены бежать от наступающего песка. Вдумайтесь в масштаб этого открытия. Речная система размером с Нил, самую длинную реку планеты, лежала под пустыней тысячи лет. Бедуины веками гоняли верблюдов прямо над руслами великих рек и не знали об этом. Туристы фотографировались на дюнах, под которыми спали озера. И мы узнали об этом только потому, что американский шаттл случайно направил радар на скучный участок пустыни. А теперь перенесемся в последнюю точку нашего маршрута. Она тоже в Сахаре, но гораздо южнее, в Египте, в 100 километрах к западу от Абу-Симбела, в месте, которое называется Напта-Плайя. Это плоская каменистая равнина, на которой нет ничего, совсем ничего. Ни деревьев, ни воды, ни тени. Температура днем 50 градусов. Выжить здесь без запасов воды невозможно дольше суток. Именно здесь, в этом выжженном аду, американский археолог Фред Вендорф в 1974 году случайно остановил машину, чтобы сменить колесо. Пока его коллеги возились с домкратом, Вендорф отошел на несколько метров и посмотрел себе под ноги. На земле лежали обработанные каменные осколки. Осколков было много. Слишком много для случайности. Вернувшись сюда через год с полноценной экспедицией, Вендорф обнаружил нечто поразительное. В этой мертвой пустыне лежал мегалитический комплекс. Каменные плиты, установленные вертикально по кругу. Ряды камней, выстроенные в определенных направлениях. Подземные камеры с массивными перекрытиями. Общая площадь комплекса – несколько тысяч квадратных метров. Когда провели датировку, числа оказались такими, что их пришлось перепроверять 3 раза. Комплексу Напта-Плайя от 7 до 11 тысяч лет. В самом консервативном варианте он старше Стоунхенджа минимум на 2000 лет. В самом смелом – на 6000. Но вот что поразило ученых больше возраста. Ряды камней в Напта-Плайя точно ориентированы по сторонам света. Отдельные линии указывают на точки восхода звезд в созвездиях Ориона и Большой Медведицы, но не на современные их положения, а на те, которые соответствовали небу 7000 лет назад. Эти люди не просто ставили камни. Они наблюдали за звездами с такой точностью, которая требует поколений непрерывных наблюдений и какой-то системы записи результатов. Раскопки вокруг мегалитов показали следы масштабного поселения. Ямы для хранения зерна, кости одомашненного крупного рогатого скота, керамика с орнаментом, следы ритуальных захоронений. Посреди пустыни, где сегодня не выживет даже скорпион, 7000 лет назад существовало организованное общество, которое разводило скот, вело хозяйство, строило мегалитические храмы и вычисляло движение звезд. А потом пустыня пришла и за ними. Озеро, вокруг которого они жили, высохло. Муссоны ушли на юг. Люди двинулись к Нилу, и через несколько тысяч лет их потомки, возможно, начали строить пирамиды. Весь этот комплекс сегодня почти полностью засыпан песком. 90% Напта-Плайи до сих пор не раскопано. Ученые уверены, что основные структуры лежат под землей на глубине от 2 до 5 метров. Но денег на масштабные раскопки посреди Сахары нет. И вот в этом самое абсурдное из всего, что мы сегодня обсудили. Объект, который, возможно, является древнейшей астрономической обсерваторией на планете, лежит под открытым небом и медленно засыпается песком обратно. Его не охраняют, его не исследуют, его, по большому счету, даже не помнят.
Потому что он стоит посреди пустыни, в которой нет ничего, кроме, как выяснилось, всего. А теперь остановитесь и оглянитесь на то, что мы только что прошли. Мы начали с Генриха Барта, который умирал от жажды и нашел посреди мертвой пустыни столицу забытой империи. Империи, которая 600 километров подземных водоводов пробила в камни голыми руками и кормила 100 тысяч человек там, где сегодня не живет никто. Потом мы оказались в Такламакане, где проводник пошел искать лопату и нашел тысячелетний город с библиотеками, храмами и мумиями людей, которых невозможно вписать ни в одну известную историю. Потом мы поднялись на космический шаттл и увидели под песком Сахары сеть рек размером с Нил. Целый водный мир, лежащий в метре под ногами бедуинов, которые веками ходили по нему, не подозревая ни о чем. И в конце мы остановились на обочине посреди выжженной равнины, где ученый менял колесо и случайно наступил на обсерваторию, которая старше Стоунхенджа на 1000 лет. 4 пустыни, 4 истории. Каждая из них началась случайно. Потерянная лопата, спущенное колесо, тестовый снимок с шаттла. Путешественник, умирающий от жажды. Ни одно из этих открытий не было запланированным. Мы не искали эти города. Мы на них натыкались. И вот что из этого следует. Сахара занимает площадь в 9 миллионов квадратных километров. Это больше, чем вся территория Соединенных Штатов. Археологические исследования менее 1% этой площади. Менее 1%. Все, что мы нашли – империи, реки, обсерватории, библиотеки, мумии – это результат случайных находок на крошечных участках. Что лежит на остальных 99%, не знает ни один человек на планете. Мы привыкли смотреть на пустыню и видеть пустоту, плоский горячий песок до горизонта и больше ничего. Но каждый раз, когда кто-то случайно копает в правильном месте, под этим песком оказывается мир. Не осколки и не черепки. Целый мир с городами, дорогами, храмами, книгами и лицами людей, которые смотрят на нас через 1000 лет. Пустыня — это не пустота. Пустыня — это архив. Самый большой и самый терпеливый архив на Земле. Он ждет тысячелетиями, ему некуда торопиться. Он просто лежит и хранит все, что мы когда-то потеряли. И если это видео заставило вас по-другому посмотреть на карту мира, подпишитесь на канал. Мы здесь именно для этого. Мы раскапываем то, что лежит под привычной поверхностью вещей. Потому что самые важные открытия в истории человечества совершались не экспедициями с миллионными бюджетами. Они совершались людьми, которые просто посмотрели себе под ноги.